Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире новости игрового мира. Во вчерашнем инфакте Семен рассказал об анонсе второй части The Sinking City. Тогда он обозначил, что игра выйдет уже в 2024, но, увы, лавкрафтианский детектив увидит свет только в следующем году. Исправились, идем дальше. Есть такая компания Virtuos. Занимается она помощью в разработке, портированием и переизданиями, а еще у нее есть отдел аналитиков, который на досуге решил выяснить, какой оптимальный возраст должен быть у игры, чтобы сделать по ней ремастер или ремейк. Эти два понятия они разделили следующим образом. Ремастер включает небольшие изменения, вроде банального повышения разрешения. Ремейк же подразумевает глубокую переработку, новые фичи, механики, созданные с нуля ассеты и так далее. Ну так вот, выводы следующие. Самый удачный возраст для ремастера составляет до 5 лет, при условии, что произошла смена поколения консолей. Для ремейков же такого условия нет, а временное окно выделяют от 11 до 20 лет. За последние годы ремейки стали продаваться лучше ремастеров, за исключением отдельно взятых случаев. Внимание же к ремастерам после 2020 года упало, потому что, как считают аналитики, от них стали завышаться ожидания. Наконец, в качестве рабочей формулы Virtuos заявляет, что при разработке необходимо придерживаться аутентичности и бережно подходить к ключевым ностальгическим моментам. Казалось бы, но это же очевидно. Да вот только в действительности далеко не все девелоперы следуют этому правилу, и это ожидаемо приводит их к неприятным последствиям. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон на недавней конференции Morgan Stanley рассказал, что искусственный интеллект поможет вырасти эффективности EA аж на 30%, да еще и в течение каких-то 3 лет. В качестве примера было приведено сравнение FIFA 23 и EA Sports FC 24. В первой у спортсменов было всего 12 типов бега, во второй их стало 1200, и все благодаря EA. А если использовать его еще и для повышения персонализации, культуризации и общей глубины игр, то удастся привлечь к своим продуктам в 1,5 раза больше пользователей минимум. Ну и монетизация с искусственным интеллектом улучшится на 10-20%. Ей, то, что нам надо! А в конце Уилсон толкнул какую-то мутную речь, намекающую на метавселенные и создание игроками собственных игр внутри них. Мол, таким образом будет выше активность, а с ней и постоянный поток платежей. В общем, вектор задан, все с электрониками понятно. Авторы This is the Police напомнили о своей новой игре, симуляторе голливудской киностудии 20 века Hollywood Animal, анонсированном в ноябре прошлого года. В свежих материалах разработчики рассказали, что может пойти не так, когда вы возьметесь за съемки продолжения своего первого кассового фильма. Главный актер может пойти сниматься конкурентам, забухать, упасть с лошади и сломать себе шею. Новый актер не нравится аудитории, да и сам сниматься не шибко желает. Можете заставить его силой, но у него возникнет конфликт с режиссером, которого доведут до инфаркта. Ищите нового. Время идет, сроки горят, даешь 16-часовую смену, снимаешь все с первого дубля, и сиквел оказывается говном. Но это еще не значит, что он не принесет прибыли. Назначайте премьеру на хороший день, расталкивайте конкурентов, закупайте рекламу, и в результате критики поливают кинцо говнецом, а зрители закидывают вас деньгами. Вот примерно такие сюжеты генерирует Hollywood Animal. Дать начало собственной истории вы сможете уже в этом году на ПК, но когда точно, не сообщается. В судебном разбирательстве между Apple и Epic Games правосудие встало на сторону последней и обязало яблочки разрешать сторонние магазины на устройствах iOS. И хотя плодовые многих оттолкнули, введя своеобразный налог, эпики решили топить до конца. Им выдали аккаунт разработчика, чтобы те могли запилить на iOS свою площадку, но затем Apple взяли, да и отключили учетную запись Epic Games. И так стартовал новый срач. Вы нарушаете закон, а вы про нас плохо говорили. Вы не допускаете конкуренции, а вы правила нарушаете. И вот все в таком духе. Epic Games считает, что Apple мстит за публичную критику и делает это показательно для других разработчиков. Мол, вот что будет, ежели вздумаете конкуренцию тут свою придумывать. В Еврокомиссию уже направлена соответствующая кляуза, а еврокомиссионные решалы уже принялись за разбирательство.
Студия The Chinese Room продолжает делиться подробностями об отдельных кланах в Vampire the Masquerade Bloodlines 2. На этот раз под прицелом Бруха. Члены этого клана шарят за скорость, силу и способность запугивать, соблазнять и привлекать внимание. Вскрылась и одна интересная деталь, касающаяся уже не только Брухи. Выполняя задания, побеждая врагов и исследуя город, мы будем получать очки, которые можно вкладывать в открытие пассивных и активных умений. Базовый набор перков, заданный кланом, можно расширить, выпив крови высокопоставленных вампиров из других кланов. Это откроет доступ к навыкам и способностям этих самых кланов, но стоить они будут дороже, в зависимости от того, как далеко эти перки лежат от родных способностей. Разрабы уверяют, что в базовой игре с 4 кланами уже будут сотни вариантов билдов. Систему постарались сделать гибкой, но простой. На выбор доступно только ограниченное количество активных навыков. Больше подробностей читайте в новости по ссылке. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 выйдет ближайшей осенью на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Capcom провела собственное узконаправленное шоу, посвященное всего 2 играм. Первое, Kunitsugami Path of the Goddess, экшен с элементами RTS и Tower Defense, предлагает нам сражаться с темными духами, совмещая самурайские техники и умелое стратегическое мышление. Нам придется часто менять расстановку солдат прямо во время битвы, чтобы прикрывать новые участки поля боя или создавать ударный кулак против особо сильных противников. Игра выйдет в этом году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, а также в каталоге Game Pass. Второй игрой стала Dragon's Dogma 2, о которой, кажется, рассказали уже все, что только можно. Все да не все. Если привести за собой монстра в поселение, стражники накинутся на него с боем, а мирные жители начнут разбегаться в страхе. В мире игры можно встретить тысячи уникальных NPC, а ваши действия повлияют не только на отношение к вам, но и на отношения между самими неписями. Сайд-квесты обещают сделать разнообразными. Подчеркивается, что не все задания необходимо будет решать боем. Наконец, Capcom заранее выпустила редактор персонажа, так что создать своего героя можно уже сейчас, а после релиза Dragon's Dogma 2 просто перенесете его в игру. Релиз назначен на 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Вчера для Marvel Spider-Man 2 вышел крупный апдейт. В первую очередь он добавил новую игру плюс, которая включает повышенный максимальный уровень, новые стили симбиотического костюма, золотые стили гаджетов, возможность открыть оба навыка в единой ячейке технологии для костюма и трофей за прохождение НГ+. Далее, благодаря апдейту, теперь можно повторно проходить миссии, менять время суток после завершения кампании и даже цвет щупалец симбионта. Для любителей щупалец. Также была повышена стабильность игры, ликвидированы вылеты, зависания и ворох багов, а кроме того улучшена деформация некоторых костюмов. Marvel Spider-Man 2 доступна эксклюзивно на PlayStation 5. Создатели ролевой инди-игры про детектива-енота Tales Noir, она же Backbone, а также приквела Tales Noir Preludes сообщили о закрытии студии. Из-за проблем с финансированием продолжать разработку новой игры стало невозможным, сообщают девелоперы. Поддержка вышедших проектов сохранится, а вот третью игру, находящуюся в разработке уже 2 года, мы вряд ли когда-либо уже увидим. На этой неделе звание лучших блогов и победные косари получают 2 супер познавательные статьи. Александр Шумаков подробно рассказал о событиях Второй мировой войны, показанных в Call of Duty World War II, и сравнил, насколько точно они были переданы в игре. А пользователь NukeFS поведал о том, что такое антиутопия, выкатил историческую справку, вспомнил самых ярких представителей этого направления в литературе и описал то, как именно антиутопия показана в играх. Авторов призываю набежать ко мне в личку за наградой, а для остальных в описании я оставил ссылки на обе статьи. Обязательно почитайте. А еще не проходите мимо свежего превью от Кирилла Волошина, посвященного выживачу Enshrouded. Вечером залетайте на ретро-реквест, а после ретро-реквеста кое-что интересненькое случится и на нашем бусте. Мадам и мадмуазелей поздравляю с праздником 8 марта. Услышимся в новом выпуске.